Не, а рыбу кто будет ловить? Рыбаки? Будете, как будет рыба клевать. Сегодня мы выберемся на природу, устроим себе небольшой автокемпинг, порыбачим, пожарим шашлыки и просто отдохнем от городской суеты. Всем привет, вы на канале Валентина в Корее. Дрон здесь в зоне ограничения, взлет невозможен. От Инчона нам ехать примерно 140 километров. С учетом пробок на дорогу уйдет около 2,5 часов. Интересное совпадение, как раз в пути пришло оповещение на телефон. Неподалеку произошел пожар. Оказалось, горит какой-то склад. По дороге заехали на Хюгисо. Это такая придорожная зона отдыха. Кафешки, магазин. Все как всегда. Туалет, ночнушки. И вот мы добрались до места. Здесь вдоль речки раскинулось множество палаток, кемпинг-машин. Многие тут рыбачат, ловят в основном речного угря и карася. Так как будний день, народу не слишком много. Но мы можем только представить, сколько здесь бывает палаток и людей на выходных. Наверное, не протолкнуться. Рядом есть и платные кемпинги, но большинство людей просто разбивают лагерь вдоль реки бесплатно. Здесь, кстати, удивительно чисто, особенно если учитывать, что место бесплатное и никем не контролируется. Люди, видно, отдыхают с уважением к природе. На территории есть туалеты, пусть не стерильно, но достаточно чисто. Особенно по меркам дикого отдыха. Мы решили не ставить палатку, ночевать будем в машинах. У нас с Александром это уже не первый опыт, так что мы знали, чего ожидать. Будет комфортно. Запретов на палатки и кемпинг тут нигде не указано. Никаких знаков, табличек или ограждений. Вот так со стороны выглядит наш лагерь. Простое, но уютное решение. Мы натянули тент, накрыли на стол, все основное приготовили еще дома, потому что в диких условиях особо не развернешься. Разве что шашлыки. По плану мы как раз уставили на ужин. За хорошую рыбалку на видео. Так, закрой на видео. А вот насчет рыбалки, скорее всего, она здесь не разрешена. Но, как видно, местное население об этом либо не знает, либо не переживает по этому поводу. И мы, признаемся честно, тоже не удержались и последовали их примеру. Решили половить рыбу по-современному, запустили лодку с эхолотом, хотели проверить глубину и посмотреть, есть ли тут рыба. Эхолот начал периодически отключаться, терять сигнал. А потом и вовсе на середине реки лодка встала. Связь пропала, мы уже начали думать, что придется плыть за ней вплавь. К счастью, через пару минут сигнал вернулся, и лодка вернулась к берегу. Позже мы поняли, что, скорее всего, это связано с тем, что рядом военная зона. Все время над нами летали военные самолеты, и, возможно, сигнал глушится по соображениям безопасности. Не, а рыбу кто будет ловить? Рыбаки? Будете, как будет рыба клевать. Удочку он купил зимой за то, что она в прошлый раз много рыбы поймала. Дальше.
Распаковка. Подожди, Для кемпинга подожди, или для подожди. Подожди. Для отдыха? Для развлечений? Бадминтон. Нет, какой бадминтон здесь? 3, 4. Подожди, ну подожди, дай еще время. Блин, ну Для это отдыха? тоже фантазия интересная. Вот там Не, всё, что подожди, угодно может быть. подожди, дай, подожди. Развлечения? Что это развлечение? Игра, Я просто это не знаю. какая-то игра. Скакалка. Нет, ну, Нет, скакалка навряд ли, не. Для детей, да. Прыгалка. Резинки. Подожди. Бадминтон только может быть. Чего еще может быть для развлечения? Воздушный змей, что ли? И решили немного поностальгировать и вспомнить детство. Запустить воздушного змея. Сказать, что получилось, это громко сказано. Змей категорически отказывался лететь. Мы смеялись, пытались его подбросить, пересобрать, но он, похоже, решил, что сегодня не его день. То ли собрали что-то не так, то ли ветер был не в ту сторону. Зато настроение стало еще лучше. Иногда такие маленькие моменты придают поездке особое тепло. Уважаемые телезрители, вот эта штука, Не-не. возраст 40+. Дрон здесь в зоне ограничения, взлет невозможен. Вот так вот люди отдыхают одиночки. Он на мопеде приехал. Здесь же мотоцикл стоял. Видишь, это мотоциклы, кейсы. Он уехал куда-то. За еду. Вот он, да. А, вот. Точно. Никого не Вы звук слышали? Не, он как будто правильно летит, да, но он почему-то не туда летит. Да, вы неправильно его управляете. Ох, как достанете теперь? Саша, держи вот это. Все, пилота отобрать лицензию. Он не пройдет, зибо застрял. Они урок воровали, они знают. Не. Одна вот осталось чуть-чуть. Тяни его, ты не стоишь. Давай, Саша. У тебя прям вообще как у нас. Ну, чё? 2 мана. Сенсор упса? Видишь, Саша, у меня тоже монитор есть, да? Новый, да? Пленку не отдираешь, да? Да, да, да. Он закрылся, а вы, блин, не Вот запускай. вам, чё, чем не трон? Подожди, самолет пролетит хотя бы. А чё у него 2 зеленых, 2 красных горит? Там музыка? Передние красные горят, задние зеленые. А у вас У нас не горит ничего. О, подожди, самолет пролетит хотя бы. Навстречу ему не летит самолет. Он быстрее дома. Тем временем начало вечереть, пришло время ужина. Развели угли, жарим шашлыки. Жарить шашлыки здесь, скорее всего, можно. Во всяком случае, мы нигде не увидели запрещающих знаков про костры или открытый огонь. Да и никто из местных или проходящих мимо нам никаких замечаний не делал. Аромат просто потрясающий, на свежем воздухе все вкуснее вдвойне.
Утро в кемпинге начинается рано, просыпаешься от звуков природы. Природа здесь удивительная, река прозрачная, а вокруг зелень, спокойствие и полное ощущение, что ты далеко-далеко от городской суеты. На завтрак рамен, бутерброды. Просто, но сытно и вкусно. Пора собираться в обратную дорогу. Отдых получился именно таким, каким мы его себе и представляли, спокойным, веселым и немного спонтанным. Мы порыбачили, поужинали, устроили себе небольшое приключение с лодкой и даже попытались запустить змея. Но, пожалуйста, давайте помнить, за собой всегда нужно убирать. Чистота – это уважение к природе и к другим людям. Мы весь свой мусор аккуратно собрали и забрали с собой. Пусть место останется таким красивым и для следующих, кто приедет сюда отдыхать. Время 9 часов. Мы все собрались, мусор забрали. Иногда именно такие простые выезды нужны человеку для отдыха. Спасибо, что были с нами, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Всем удачи, до новых встреч и пока-пока!